Ребята, всем привет! В этом видео я отвечу на самый частый вопрос, который мне задают: как же поступить в Южную Корею? Мне казалось, что ответ на такой вопрос довольно прост, то есть просто нужно погуглить, выбрать университет и специальность, которые вам понравятся, и отправить свои документы по почте. Но после того, как я посмотрела различные видео на YouTube, где студенты рассказывали о том, как поступить в Европу, Америку, Канаду, Австралию и так далее, я осознала, насколько же трудным может быть поступление в университет для человека, который никогда не сталкивался с Кореей, ничего о ней не знает или вообще никогда не был за рубежом. Поэтому в этом видео я хотела бы дать таким людям какую-то изначальную базу для дальнейшего поиска университета и специальностей. И я также расскажу о различных особенностях поступления в университет в Корее. Сразу скажу то, что для тех, кто знает корейский язык, кто уже был в Корее и уже владеет какими-то знаниями о стране, для них, скорее всего, ничего нового в этом видео не будет. Первый совет, который я хочу дать всем студентам, которые поступают в Корею или вообще за рубеж, это определиться со своей специальностью. То есть я уже говорила в прошлом видео, где я знакомила вас с кампусом моего университета, о том, что у каждого корейского университета есть свои сильные популярные кафедры. Например, Постэк и КАИСТ — это университеты, это лидирующие университеты в сфере науки и технологий. Университет Хавс или университет Хангук особенно знаменит своими кафедрами, которые связаны с языками, то есть это лингвистика, филология, переводческое дело. Те, кто уже задумывался о поступлении в Корею, наверное, слышали о SKY, то есть это аббревиатура, которая называют 3 самых популярных университета Кореи. То есть S — это Seoul National University, K — это Korea University и Y — это Yonsei University. Поэтому в этом видео я хотела бы рассмотреть Admission Guide именно одного из университетов SKY, например, Сеульского национального университета. Насколько я знаю, не во всех странах есть Admission Guides, то есть такие инструкции по поступлению в университет. В Корее же, мне кажется, у каждого университета есть такая инструкция, что вообще облегчает жизнь студента, который хочет поступить в Корею. Admission Guides — это такие толстые книжечки, в которых есть вся информация по поступлению в университет, то есть какие документы нужны для поступления, предоставляет ли университет общагу, какие есть стипендии и так далее. Поэтому я считаю, что главной задачей всех поступающих студентов — это прочитать от и до эту инструкцию для поступления, потому что многие вопросы, которые задают студенты при поступлении в университет, ответы на эти вопросы уже есть в этой инструкции. Я уже знаю, что многие мне сейчас задают вопрос, а где же найти такие вот Admission Guide? Поэтому в этом видео давайте вместе с вами погуглим, найдем вот такой вот Admission Guide Сеульского национального университета, посмотрим, какие нужны документы, какие есть стипендии и так далее. Ребята, пока я вчера снимала, опять солнце уже зашло и было очень темно, и в общем я решила, что у меня нет другого выхода, кроме как заснять все остальное на следующий день. Как вы видите, у меня уже поменялся бэкграунд, и в следующем видео я расскажу, где я нахожусь, что у меня вообще произошло за этот очень сумбурный август. Давайте наконец-таки посмотрим Admission Guide Сеульского национального университета. Вот он у меня здесь уже на ноутбуке есть. Сейчас будем вместе смотреть и обсуждать по ходу. Самое первое, что нужно посмотреть, это, конечно, Admission Deadline, то есть до какого момента идет подача документов, как их можно сдать по почте либо онлайн. Насколько я знаю, что в последнее время из-за короны многие корейские университеты принимают все документы онлайн. Давайте перейдем к перечню необходимых документов. Все корейские университеты, они запрашивают основной базовый сет документов, то есть это документы, подтверждающие ваши родственные отношения, ваше гражданство, национальность, дипломы, транскрипты и так далее. В общем, этот базовый сет, он, по-моему, идет во всех университетах, то есть он не меняется. Что нам нужно обратить внимание при подаче документов, так это на следующие документы. Это ваш диплом, ваш транскрипт, языковые сертификаты и ваши рекомендации. Естественно, очень важную роль играют и еще personal statement.
и study plan. То есть отборочная комиссия, она читает и personal statement, и study plan. Временами даже бывает, что профессора не смотрят на документы студента, они читают только вот эти вот personal statement и study plan. Поэтому они очень важны, и вы должны над ними прямо очень хорошо посидеть и написать их очень детально, красиво, так, чтобы ваши application documents привлекали внимание комиссии. Ну, вы должны понимать, что чем выше у вас оценки указаны в транскрипте, чем выше статус человека, который написал вам рекомендационные письма, тем больше у вас возможность поступить в данный университет, да еще и на стипендию. А стипендии вам нужны, поверьте мне. Давайте поговорим о стоимости университетов. В Корее все университеты делятся на частные и государственные. В государственных университетах стоимость намного ниже, чем в частных университетах. Обучение стоит примерно $2000, больше или меньше. Это также вы можете проверить в их Admission Guides. В частных же университетах стоимость обучения варьируется от $4000 до $6000–7000 $. Также зависит от статуса и популярности университета. Наверное, многие из вас, так же как и я, считают, что это очень большие деньги, и поэтому многие иностранные студенты ищут различные пути, чтобы получить стипендию. Ну так вот, давайте немного о них и поговорим. Разновидностей стипендий, которые вы можете получить, очень много. Во-первых, много стипендий выдается корейскими компаниями, такими как, например, Samsung, LG и так далее. Но это опять-таки нужно их искать, спрашивать и в университете, и в самой компании. Во-вторых, существует государственная стипендия от правительства Кореи под названием KGSP. Как я уже писала в Инстаграме, я получила именно вот эту вот государственную стипендию от Кореи и обучалась по ней 2 года. Если вам будет интересно, в одном из моих последующих видео расскажу и о KGSP. В-третьих, много стипендий выдает сам университет, то есть в каждом университете есть какие-то свои уникальные стипендии, на которые вы можете тоже подать заявки. В-четвертых, это самая распространенная разновидность стипендий, наверное, это стипендии, которые основываются на ваших знаниях языка, то есть английского либо корейского. Основные сертификаты, которые требуют корейские университеты, это IELTS, TOEFL по английскому языку, а также TOPIK по корейскому языку. Насколько я знаю, люди, которые совсем не знакомы с Кореей, корейским языком, не знают, что такое TOPIK. Так вот, TOPIK — это тест на знание корейского языка. У топика есть 2 подразделения, это начальный и продвинутый уровень. В начальном уровне еще 2 подразделения, это 1 и 2 уровень. В продвинутом уровне там 4 подразделения, 3, 4, 5, 6 уровень. 6 уровень является самым высоким, тогда как 1 уровень, то есть самым начальным. Именно от топика и сертификатов по английскому языку может зависеть стипендия, которую вы можете получить. Но давайте я вам немного объясню. Тут, в общем, такие языковые стипендии — это своеобразные скидки на обучение на первый семестр. Если вы получаете какую-то скидку, например, скажем, 30% от стоимости обучения вы не платите на первый семестр, но со 2-го семестра вы должны будете платить уже полную стоимость обучения. То есть стипендии на 2-й, на 3-й и на последующие семестры, они зависят уже от вашего GPA, то есть насколько хорошо вы будете учиться, например, в 1-м семестре. И если у вас будет высокий GPA в 1-м семестре, то вы можете получить скидку и на 2-й семестр. Поэтому, как я и говорила, языковые сертификаты, они очень важны. Если у вас есть 6-й или 5-й уровень топика, во многих университетах вы можете получить 100% скидку на 1-й семестр. Но опять-таки тут есть такой маленький нюанс. Если вы получаете 100% скидку на 1-й семестр, вам не нужно платить стоимость обучения. Студенты, которые только поступили в Корею, они платят ипхакгым, то есть своеобразный admission fee, вступительный взнос. Размер вот такого admission fee варьируется от $900 до $1000. Примерно во всех университетах он одинаковый. Также вы можете получить скидку на 1-й семестр, если вы поступили на курсы корейского языка в языковой институт при этом университете. Многие наши студенты так делают. Они сначала приезжают на курсы корейского языка в языковой институт университета, в который они хотят поступить. И после того, как они завершат эти курсы корейского языка, они поступают уже в сам университет.
во многих корейских университетах есть свои языковые институты. И если вы поступаете по завершению курсов корейского языка в данный университет, то университет вам делает какую-то скидку. Ну, теперь давайте поговорим о том, где же жить бедному иностранному студенту в Корее. Ну, во-первых, университеты предлагают общежитие для всех иностранных студентов. Лично я, когда выбирала свою общагу, я выбирала по чистоте, по новизне и, естественно, по стоимости. Единственное, о чем я не подумала при выборе общежития, это возможность самому готовить. Возможно, при поступлении для вас это не покажется какой-то большой проблемой, но знаете, пожив тут год-два, вы поймете, о чем я говорю, потому что на еду уходит очень много денег на питание, особенно если вы не можете сами готовить в общежитии, и вам каждый раз придется выходить из общаги и покупать еду. Ну что, ребята, я надеюсь, вам понравилось это короткое видео о поступлении в Корейский университет. Я надеюсь, что оно хотя бы чем-то вам помогло, дало хоть какую-то полезную информацию. В будущем я планирую снимать еще больше таких видео на тему обучения в Корее. Поэтому подписывайтесь, ставьте лайки. Увидимся в следующем видео. Пока!